Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Всем огромный привет! Сегодня я приглашаю вас посетить со мной Хогвартс. Да-да, вы не ослышались, мы отправляемся с вами на киностудию, где снимали Гарри Поттера. И если вы фанат этого фильма, либо же самого Гарри Поттера, то оставайтесь, вам очень понравится, я обещаю. Так при входе нас ожидает елка в новогоднее время, также летающая машина, по правую сторону открывается вид на огромный магазин, такой же, кстати, как и на платформе 9,3 на вокзале Кингс-Кросс, ну и сам вход. В магазине вы можете приобрести абсолютно все, что только можно, связать с Гарри Поттером, различные реквизиты, конфеты, брелки, магниты, шоколадные лягушки, одежду, волшебные палочки, в общем, все что угодно для настоящих фанатов и поклонников этого фильма. Когда вы уже будете готовы войти на саму студию, вы отправляетесь ко входу, становитесь в очередь. Пока вы будете стоять в очереди, вы увидите место, где жил Гарри Поттер под лестницей, как вы помните. Затем вы войдете уже вовнутрь, вас ожидает небольшой фильм, который заставил меня слегка даже прослезиться. Ну и затем перед вами откроются двери большого зала Хогвартса. Говорить что-то дополнительно о большом зале Хогвартса не вижу смысла, вы и так все о нем знаете. Скажу лишь одно, что это одно из самых первых и самых больших таких сцен, которые были построены для съемок фильма. Так как мы пришли в рождественский период, то, соответственно, и большой зал украшен по-особенному, в нем стоят елки украшенные, соответственно, блюда тоже рождественские на столах. Экскурсия в самом большом зале, к сожалению, не такая уж и долгая, как хотелось бы. Вам, возможно, дают минут 10-15, после чего идут следующие экскурсии, и вас просят продвинуться, скажем так, дальше. И тут вы оказываетесь в огромном помещении. Это, скажем так, такой склад, в котором находятся различные реквизиты, различные сцены, построенные для фильма, они все расположены абсолютно в хаотическом порядке, и вы можете здесь уже ходить сколько хотите, здесь нет никаких экскурсий, никаких экскурсоводов, никто вас не торопит, вы можете провести здесь хоть целые сутки. Давайте представим, что мы с вами очутились в башне Гриффиндора. Башня Гриффиндора вторая по высоте башня в Хогвартсе. Здесь расположена гостиная и спальня факультета Гриффиндор, поэтому внутреннее убранство этих помещений решено в красно-золотых тонах.
Войти в гостиную можно только через проход, расположенный за портретом полной дамы на 7-м этаже замка Хогвартс. Гостиная представляет собой комнату отдыха, круглое уютное помещение, где студенты Гриффиндора могут расслабиться, позаниматься, пообщаться во внеурочное время. Из гостиной факультета ведут 2 разные лестницы к спальням. Одна к спальне мальчиков, другая к спальне девочек. Дверь из общей гостиной Гриффиндора открывала путь на винтовую лестницу, ведущую в башню спальню мальчиков, вполне доступную для девочек этого факультета, кстати. В комнате стояли 5 больших кроватей с пологами на 4 столбиках, закрытые темно-красными бархатными шторами. У каждой кровати стояли небольшие комоды, на каждом подсвечник с 2 свечами. Далее, продвигаясь по студии, мы обнаружили огромный маятник. Насколько я помню, он был в 5-й части Гарри Поттера. Вход в кабинет Дамблдора закрывает каменная горгулья. За ней находится винтовая лестница, деревянная дверь с молоточком в виде грифона. Пароль мы уже знаем, а значит и можем войти. Пароль, кстати, лимонный щербет. В подземельях школы Хогвартс находится кабинет зельеварения. Попасть туда можно как с цокольного этажа, так и через мощеный двор. Конечно, есть еще и портрет, который откроет вам проход. Вот только пароль каждый раз новый. Далее на студии мы обнаружили множество реквизитов и декораций, такие как движущиеся портреты, ворота, двери, а также множество приспособлений для съемок сцен полета. Для тех, кто хочет полетать, как и Гарри Поттер, существует услуга. Вы можете полетать на метле, на зеленом фоне. Затем сотрудники Хогвартса наложат любой фон, какой вы захотите, и вы будете лететь либо над Хогвартсом, либо над ночным Лондоном. Но, если честно, результат этого не очень, так как вы одного цвета, задний фон немного другого цвета. В общем, видно, что вы туда вставлены. Теперь мы с вами оказались у хижины Хагрида. Хижина Хагрида — это небольшой домик, расположенный на востоке территории Хогвартса между замком и запретным лесом. Она тесновата, но места там достаточно для полувеликана. Мало того, иногда Хагрид селит рядом с собой особо дорогих ему зверушек, как, например, гиппогрифа Клювокрыла, не говоря уже о постоянном спутнике Рубиуса волкодаве Клыке. В той комнате, что побольше, стоит стол, стулья и кровать Хагрида. Тут же камин, где Рубиус готовит себе еду и ухитряется печь кексы. Добро пожаловать в нору Уизли. Здесь вся мебель очень-очень странная, она вся разномастная, нет ни одной похожей. Здесь, как вы видите, все делается само, ножик сам режет, посуда сама моется, все само вяжется.
Проходя вглубь студии, вы обнаружите еще больше декораций и реквизитов с различных сцен и частей фильма. Также вы увидите некоторые части, которые были использованы для съемок сцены в Министерстве магии, а также кабинет Амбридж. Как показывает наша карта, мы прошли ровно половину киностудии. И теперь мы выходим на улицу, чтобы посмотреть, где же снимались сцены улицы в фильме «Гарри Поттер». И здесь мы увидим автобус «Ночной рыцарь». Это заколдованный трехэтажный автобус для ведьм и волшебников, попавших в трудное положение. Кстати, на нем написано, что он доставит вас в любую точку мира, находящуюся не под водой. Также здесь можно перекусить и попробовать сливочное пиво. Также здесь находится Тисовая улица и старинный мост. После того, как вы изрядно померзнете, выпьете сливочного пива, покушайте чего-нибудь, вы пойдете дальше и вы попадете в другое помещение, в котором вы узнаете, как делались маски для карликов, для гномиков, для различных существ, а также вы узнаете, что, оказывается, для фильмов Гарри Поттера все эти чудовища были сделаны на самом деле, были сделаны специальные роботы, и все это на самом деле двигалось, так что это было не просто компьютерная графика, это были действительно настоящие чудища.
вами попали в Косой переулок, центр волшебных товаров, единственное место в Лондоне, где можно купить магическое животное, летающую метлу, волшебную палочку и много других волшебных вещей и магических товаров. Там находится также английское отделение магического банка Гринготс. Пройти на Косой переулок можно через кафе «Дырявый котел», которого маглы обычно не видят. Здесь находится очень много магазинов. Аптека Малпеппера, аптека, где можно купить различные зелья, ингредиенты для них, волшебный зверинец, где можно купить сову и не только, все для квиддича, всевозможные волшебные вредилки от Джорджа и Фреда Уизли, дырявый котел, кафе-мороженое Флориана Фортескью, лавка Оливандера, магазин коллекционных карточек, которые продают карточки от шоколадных лягушек, магазин котлов, где можно купить котел любого размера из бронзового, серебра и золота, мантии на все случаи жизни, омолаживающие зелья мадам Примпернель, Твилфилд и Таттинг, торговый центр Совы, Флориш и Блотс, популярный книжный магазин, где продаются учебники, по которым учатся в Хогвартсе. Мне сказочно повезло. Я принадлежала к тому самому поколению Гарри Поттера, которое взрослело вместе с героями книги. Ни один читатель позже уже не сможет ощутить того, что ощущали мы, как дух приключений сбивает с ног, будоражит сознание и окунает в пучину фантазии, как свободно и легко парит на сказочных просторах наше собственное воображение в ожидании новых приключений и тайн. Как крутится в голове вихрь догадок и предположений, как в радостном волнении дрожат руки, когда в них наконец попадает вожделенный новый том. Гарри Поттеру в первом томе было 11 лет. Столько же было и мне, когда эта книга попала ко мне в руки. Каково это — увидеть все собственными глазами, спросите вы? Незабываемо, отвечу вам я. Разве могла я подумать тогда, что я смогу очутиться в кабинете Дамблдора, смогу заглянуть на урок зельеварения, и что передо мной откроются двери в большой зал Хогвартса? Этот ролик для всех, кто ждал прилета совы с заветным письмом, но так и не дождался. И несмотря на это, не перестает верить в чудеса и мир магии, надеясь на продолжение Поттерианы. Ведь Хогвартс — это не просто школа. Хогвартс — это вера в магию, вера в волшебство и вера в сказку. А если вы верите в сказку, то она обязательно к вам придет. Спасибо, что посмотрели это видео. Мы увидимся с вами очень-очень скоро. Всем пока. Шалость удалась.